Здравия. Главу 9 пропускаю. Это их внутренняя возня. И так понятно, что когда надо, они и на пеньках все примут. Но помните же последний раз? Даже выдуманная всемирная пандемия не остановила. А подоплека здесь в том, что у них случилась перерегистрация фирмы. В Лондоне. Ранее она находилась в нашем любимом США. И перестаньте мне писать, что их фирма закрыта. Тупите. Какое основание их существования в системе, которая обожает контроль и учет? Соответственно, новая фирма, новый директор и требуется обновить и принять устав фирмы. Видимо, мировое оккупационное правительство заставляет управляйки опрашивать волю населения раз в какой-то период и по особым случаям. Естественно, это все организовано в виде больничных листов, бюллетеней, чтобы больные подтвердили недееспособность, кинув их в мусорку, урну для голосования. А единственное место, где из данной персоны ставится подпись — подушевая книга при входе. Дальше все шито-крыто. Если больных хватает, то управляйки разрешают дальше воровать. Ну или типа опекать стадо, держа его в нищете. Рабов же по римскому праву выращивать долго и дорого, поэтому им требуется обеспечить минимальный уровень медицины, питания и существования в целом. На мой взгляд, современное определение рабства — это если тебе хватает денег только от зарплаты до зарплаты. И сегодня рабочий день часов по 12, а при Сталине хотели пятичасовой вводить. И есть сплетня, что управляйка ежегодно отчисляет астрономические суммы за право управлять. Видимо, туда все налоги и коммунал очка и улетают. Ведь номера счетов с трансфертными кодами, то есть за бугор уходят. И это же уголовка спонсирования иностранного государства. Приколы везде в их системе. Сажать можно буквально каждого, даже за уплату налогов. Короче, опросили больных, те согласились, что с ними можно делать все, что захочет кучерявый барин. И я сейчас не о Пушкине. И, кстати, есть конвенция ООН на эту тему. Они к нам относятся как умственно отстающим официально. Запомните это. Ну или как к вещам, типа физлиц. Но это отдельная большая тема. Раздел 2. Заключительные и переходные положения. Ох, это воистину самый угарный раздел, который, видимо, писали специально, чтобы помочь тупому населению. Либо там просто был чрезвычайно обдолбанный забугряный ЦРУшный торчок под неизвестными доселе веществами. 1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. День всенародного голосования 12 декабря 1993 года считается днем принятия Конституции Российской Федерации. Ну и отлично, население с паспортами чужого субъекта права сходило на голосование. Шиза зашкаливающая. Давайте заодно примем Конституцию США с советскими паспортами. А то чего там америкосы расслабились. Там же все зло, воняет же из-за бугра всегда. Одновременно прекращается действие Конституции, основного закона Российской Федерации-России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнениями. И вот она, главная наркомания. Надеюсь, мне не требуется рассказывать, что тут не так. Но для тупых, на всякий случай. Федерация появилась в фальсификации переименования РСФСР в РФ 25 декабря 1991 года. И да, петухи начали внедрять законы надписи типа Российской Федерации примерно с 80-х годов. А может и раньше. Видел такие писульки. Но, ребят, привет, об этом должны бомбить все юристы и адвокаты. И некоторые об этом высказывались. Только по ящику их не показываю совсем. Хрен его знает, то ли совпадение, то ли оккупация СССР. В целом получается, что юристы кормят своих детей, поедая чужих. Ну, либо тупо дауны. Это их очень любимая тема. И любимое оправдание других странных созданий в погонах. Мол, детей же кормить надо. А работы другой совсем нет. Ну, серьезно. Надо обязательно портить себе карму и уничтожать свою родовую ветку. Жизнь же типа одна, и смысла существования нет. Причем верхние ребята это отлично понимают. У нас проблема только с самыми нижними слоями и неспособностью писать грамотно жалобы. А общая установка — не реагировать. Плюс верхние очень сильно перегружены писульками от недееспособных
и сразу выкидывают их в мусор, ибо их очень мало. Режим усиливать такие органы не будет, а наше население этому существенно помогает. Но серьезно, зверьки вокруг, не способные даже нормально общаться с окружающими. И тут не важно, есть ли деньги или нет. Вижу много блогеров, стращающих на курсы, при этом показывающих, как им по ребрам долбят, из-за неспособности быть человеком. Ну вот и все, друзья. Финал очка. В самой читающей стране во вселенной, Ась первый, кто прочел проект Конституции РФ как следует, согласно вексельного права или их языка документов. Удивляет, YouTube в 2005 году появился. За 20 лет никто не смог, что ли? Или мы в натуре все тупые настолько, и к нам правильно относятся, как умственно больным? Следом есть идея закон о президенте почитать. А то мы так и не выяснили до конца все, что он должен подписывать. Напомню, согласно статье 84 пункта Д, президент подписывает и обнародует федеральные законы, а не канцелярия. Все, что она высирает, это их внутренние проблемы, действующие внутри канцелярии. Непонятно только, от чего тупари этому всему подчиняются. И согласно статье 108 пункта 2, федеральный конституционный закон в течение 14 дней подлежит подписанию президентом Российской Федерации и обнародованию. Напоследок скажу, что это никем и никогда не подписанная писулька, в целом нормальная и на порядок лучше советских, уж извините. Но тогда действовали по совести исполнители на местах, а сегодня все наоборот. Раньше мент был помощник и защитник, еще порой и в белой форме, а сегодня источник проблем в условно-черных цветах. Всех, кто в погонах, народ боится, и это следует менять. Будьте добрее к недееспособным. Понятно, что такие как МНУ знают, как можно легко и непринужденно отправлять навечно на зону любого мента. А они согласились на всю эту оферту, пойдя на службу. И их без вариантов будут закатывать. Но это тонкий план происходящего. Стараясь не впадать в крайности и относиться друг к другу, как человек к человеку. И это базовая установка в организме. Тем более, что полицаи также и полезные функции исполняют для общества. Петухи только по ящику, по сути. Чего вы их иконы вешаете в кабинетах? Загадка. Мне только мрази типа приставов и банкиров сильно не нравятся, осуществляющих геноцид, не имея на это должных юридических оснований, в рамках предложенной публичной оферты. Конечно, есть еще некоторые подобные группы выродков. Еще удивляет, что уже с год пилю ролики по праву, но никто даже 100 рублей не заслал. Все в глобальной нищете, что ли? Как не стыдно? Если боитесь товарища майора, есть Бусти. Сразу анонимно получается, поскольку через посредника. Там можно просто задонатить или подписаться в один клик, по сути. А по второй ссылке можно анонимно криптой заслать. Чего боитесь? Всем все по барабану. Пока не влезешь в их бизнес. Ну, типа отнимать заработки с лохов. Реально начинаю терять интерес к теме. Вещание в пустоту. Если молодец YouTube не подкинет в рекомендации, то 150 человек смотрит всего. Понимаете общий прикол? Население предпочитает быть больным и ни за что не отвечать по жизни. Даже за себя. Всем добра, здоровья, процветания и денег.